Блогеры. А кто такие блогеры? А вы знаете, кто такие блогеры? Я только что вернулась с блогерской вечеринки. Это была первая вечеринка в моей жизни, и мне очень сильно хотелось на нее попасть. И я подала заявку в Яндекс.Дзен, они проводили мероприятие, называлось Яндекс Пятница. У меня блог, 9 публикаций на тот момент было, а сейчас 20. Давайте ветераны и старожилы поприветствуем аплодисментами тем, кто сегодня на Дзен Пятнице впервые. Друзья, привет! Мы рады вас видеть на мероприятии Яндекс.Дзена. Мы уверены, что первый раз ваш не последний. Здрасте. Привет, как дела? Отлично. Давно ты трек? А вам? А я первый раз на таком Мы уже поняли. мероприятии, поэтому очень. А что я делаю не так, если вы уже поняли? Очень много восторгов. Мою заявку одобрили, меня приняли, пригласили на это мероприятие. Если честно, я была очень рада, потому что, когда я начинаю чем-то заниматься, я хочу находиться в центре событий и знать эту кухню изнутри. И что вы думаете, я увидела на этом мероприятии? Ну, примерно, плюс-минус, я так себе и представляла. Изначально я туда шла, не рассчитывая ни на какие коллаборации, там какие-то теплые, дружественные знакомства. Я понимала, что я там никому не нужна, по сути. И это решение так себя вести было очень правильным с моей стороны. Вот представляете, я приезжаю на Кутузовский проспект. Ищу этот адрес, потому что все эти площадки, они всегда находятся в каких-то закутках. Иду по карте, ищу адрес и смотрю, молодой человек, очень сильно похож на моего знакомого. Я начинаю вспоминать и думаю, да, мы вместе вели когда-то очень давно мероприятие, вечеринка BMW была, он был ведущим 100%, это он, зовут Андрей. Подхожу и говорю, ты случайно не на мероприятии? Он говорит, да, туда, не могу найти дорогу. Я говорю, давай искать вместе, окей, давай. А потом я понимаю, что это не мой знакомый, в принципе, я это поняла сразу с первых секунд. А оказалось, что это очень известный блогер, и мое сознание так сработало, как будто бы я его уже знаю, но когда я к нему подошла, я понимаю, что я его не знаю, но как будто бы знаю и не знаю. Знаю и не знаю. В общем, вот так я познакомилась с самым крутым чуваком на этом мероприятии, которое мы провели уже вместе. И я считаю, что это большая удача, но это не только удача. Я понимала, что я выхожу из зоны комфорта. Я подхожу к человеку на улице, к незнакомому. Вот прямо сейчас вы от меня получаете мастер-класс, как я это делаю. Потому что у меня за спиной 10-летний опыт ведения рекламного агентства. И много историй успеха именно случившихся на почве знакомства с другими людьми. Поэтому я с уверенностью могу вам сказать, что эта тактика работает, это очень эффективно. Наш успех зависит напрямую от общения, знакомства с другими людьми. И вот представляете, мы приходим в это заведение, такая тусовочка, музычка, сразу спиртные напитки, в том числе безалкогольные, закуски различные, все красиво оформлено, в стиле осени, очень приятно и красиво. Честно сказать, есть я не смогла. Я попробовала какую-то одну закуску, мне все это не лезло, о чем я потом жалела. Я сразу знала, что я пожалею, но когда ты попадаешь в эту среду, пусть у тебя даже был настрой не нервничать, все равно ты чувствуешь себя немножко напряженным. И еще особенно, когда человек приходит один, даже то, что я была вместе с этим блогером, он незнакомый для меня человек, и я держалась как бы на дистанции. На площадке работала съемочная группа. Каждый желающий мог подойти на эту площадку. Здравствуйте. Здравствуйте. А как насчет записать визитку для Дзен? Сегодня у вас есть такая возможность после того, как вы добьете. Привет, меня зовут Лиза. Вы находитесь на канале Лифанова Лиза. На своем канале я рассказываю о путешествиях с семьей и с детьми. Но так произошло, что наш бизнес рухнул. И сейчас я рассказываю о том, как выйти из кризиса и продолжить писать на канале Дзен Яндекс и снимать YouTube-канал. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду очень рада всех видеть у себя на канале. Отвечу взаимностью и надеюсь на скорых встреч. Ну,
можно было каких-то там фотозоны были интересные, сфотографироваться, но по сути можно было просто есть и с кем-то ходить общаться. Я могу поделить людей на 3 категории. Это представители медиа-агентств. Это такие рыбки, которые плавают в поисках, кого бы им зацепить, да, схавать. Они зарабатывают на блогерах, на этом контенте, то есть за счет привлечения рекламодателей, и все люди, которые делают хоть какой-то контент, для них интересны. Вообще на этой вечеринке блогер чувствует себя королем, это все для них. Ты туда приходишь и понимаешь, что ты в этой жизни чего-то стоишь. Но вы же понимаете, да, почему это происходит? Сама атмосфера. Получается, представители медиапространства, блогеры, которые ждут, ловят на себе заинтересованные взгляды, иногда могут прямо сказать: а ты что, меня не знаешь? У меня в Инстаграм такой-то ник. Кстати, на Яндекс.Дзен присутствовали представители, блогеры Инстаграм, Яндекс.Дзен, Ютуба. Даже есть люди, которые хотят с тобой познакомиться. Вот ко мне подходили блогеры, именно авторы с Яндекс.Дзен, у которых довольно-таки раскрученные каналы и хорошие достижения. Но, честно сказать, мне они были не особо интересны. Скорее всего, мне больше интересуют блогеры на YouTube. Я пообщалась с другими интересными блогерами на YouTube. Естественно, я никаких коллабораций не предлагала. Просто мне было интересно увидеть этого человека вот так вот вживую. По поводу официальной части нам объявили какие-то новостные моменты. Перед нами выступили известные блогеры, которые рассказали историю своего успеха, такая была мотивация. И выступили представители медиа-агентств, которые сказали, что рекламодатели хотят размещать рекламу на видеоплощадках, в видеоконтенте, понимаете? Поэтому в Instagram в 2020 году тренд – это IGTV и Stories. Это связано с тем, что рекламодатели хотят видеть свою рекламу в видеоконтенте. Работайте над видео, друзья. Вообще, кто такие блогеры? Блогеры – это люди, которые стягивают информацию из окружающего мира, из событий, пропускают через призму своей личности, и по сути они выдают уникальный контент. И вот этот информационный поток через определенные каналы, да, через наши соцсети, там, YouTube, Instagram, телевидение, радио, попадает к потребителю, то есть к слушателям, к потребителям контента. То есть люди приходят на этот контент и начинают потреблять эту информацию. И в этот информационный поток от блогера очень легко встроить какой-то маленький вирус, какой-то, вот я сейчас говорю о рекламе, да, которую вместе с нужной информацией человеку просто подсовывают. Поэтому медийные лица, владельцы информационных каналов очень сильно заинтересованы в блогерах и в их продукте. Они зарабатывают на этом деньги, это очевидно. Кстати, на мероприятии мне попадались такие творческие люди с большим количеством подписчиков. Я у них спрашивала: ребят, какие у вас цели? Зарабатывать деньги? Вот скажите, вот у нас, да, обыватели, я себя тоже считаю еще совершенно таким человеком, который особо не вошел в эту среду. Мне тоже казалось изначально, что YouTube – это бешеные деньги. Но согласитесь, вы же тоже об этом думаете. Это доходы, особенно в Instagram, да, то, что мы видим, как люди продают свои курсы, чеки, гайды и зарабатывают большие деньги на рекламе, путешествуют, заселяются в какие-то отели на бартерных условиях. А мне говорят эти авторы, у которых очень много подписчиков, они говорят: да не нужны нам деньги. Вот мне на жизнь надо 50 тысяч, нам что-то, чтобы за что-то заплатить, чего-то поесть. И все, и мне этого достаточно. Я не хочу, чтобы меня трогали, я хочу творить. И понимаете, что для этого человеку нужно? Конечно, в это время будет очень кстати какое-то медийное агентство, которое, да, заработает на блогере деньги, но и эти же деньги принесет ему. Ну вот примерно вот так работает эта схема. У меня для вас есть небольшой сюрприз. Сейчас мы послушаем рекомендации от состоявшихся блогеров для нас, новичков. Ну, я не знаю, какой Инстаграм, я считаю, он завтра умрет. Я на нем крест поставил, как на ВК. То есть я когда на ВК поставил крест, мне все говорят: да ты что? Я говорю: объясните, зачем нас здесь собрали? Чтобы мы что, общались?
это в тупик заходит. Так же, как и в Инстаграме. Все устают от фейковой жизни, показывать ее, и смотреть фейковую жизнь. И это тупиковый путь развития. Если они ничего не придумывают, а они не собираются, потому что это Facebook корпорация, то не знаю, чисто коммерческий такой проект, что такое, он мертвый, уже в нем нет души. А YouTube это 90-е, он пока еще не развился. То, каким он будет, стою с тем, что сейчас происходит. Да я 4 года шел до того, чтобы набрать свою первую 1000 подписчиков. На YouTube, да? Поехал, да, на YouTube. В первую очередь работать, это раз. Во-вторых, иметь крепкое желание и понимать, что ты делаешь. Потому что если ты приходишь на YouTube и в первую очередь интересуешься заработком, или там, что тебе в первую очередь нужно самому снимать, тогда на YouTube тебе просто нечего делать. Потому что ты должен понимать сразу, что ты хочешь, что тебе надо. Круто. И самое важное, заработок всегда должен быть на втором плане, а не на первом. Терпение, стремление, старание и труд. Ну и щепотка индивидуальности. Все, что нужно для успешного старта. А вот скажи, если, например, человек выложил 15 роликов, просмотров нет, стоит ли задуматься, что он делает что-то не так? Стоит. Может выстрелить уже с первой должно быть, да, каких-то роликов? Стоит пропиариться в комментариях. Я считаю так. То есть Пиши под роликами схожей тематики что-нибудь остроумное и смешное, и тогда на тебя будут обращать внимание. Я именно так и делал да, на заре своей карьеры. то есть нужно какое-то еще продвижение параллельно, да? Да, нужно. Вот так, друзья. Упорство, настойчивость, целеустремленность, понимание того, чего вы хотите. Для чего же нужно посещать такие блогерские мероприятия? Многие, опять же, то, что я проговорила ранее, коллаборация, обмен подписчиками – это не так. Особенно если на начальном этапе вы еще совсем маленький блог, ни о какой коллаборации идти речи не может. Да, вы можете с кем-то познакомиться на перспективу, если будете трудиться, стараться и дорастете до уровня того блогера, с которым вы потом можете сделать коллаборацию. А сейчас вы должны ходить туда, чтобы получить максимальную дозу мотивации. Когда ты там находишься, ты думаешь: боже мой, почему я так долго спала? Почему я не писала тексты? Я же могла лучше. И вот, знаете, владельцы медиапространств стимулируют блогеров на создание контента. Например, на YouTube серебряная кнопка, Дзен платит деньги за статьи. Это все тебя подталкивает, дает тебе силы идти вперед. Я очень рекомендую посещать такие мероприятия. Если вы подписаны на блогеров в соцсетях, на каналы какие-то, вы узнаете информацию о том, что собирается проводиться мероприятие, и можете легко туда попасть, подав заявку, даже если у вас очень маленький блог. В следующем видео мы поговорим о том, как набрать первых подписчиков на YouTube, вообще с чего начать. Продолжаем тему «Как стать блогером». Всем пока!